У нас говорящая сорока. В один из дней, моя знакомая заболела, и я решила ее навестить. Пришла и вижу, стоит на столике клетка с большим незнакомым птенцом. «Что это за птенец?» Спрашиваю ее. «Не знаю», — отвечает она. «Какой-то мужчина нашел его и отдал мне на воспитание, но птенец был травмирован». Я посмотрела, и действительно, птенец сидел на одной ножке, вторая неуклюже торчала в сторону. Мне стало жаль птенца, и я попросила отдать его мне. Привезла его домой, посадила в большую клетку и стала за ним ухаживать. Птенец оказался сорочонком. Нрав у него был дрочливый, когда я убирала в клетке, он наскакивал на мою руку и норовил клюнуть. Мы бережно к нему относились, постоянно ласково называли «сорока», «сорочка». Вскоре сорочонок удивил пением. Мы никак не ожидали, что сороки поют. Он не просто кричал, а действительно пел, сменяя одну песню другой. В его песне были и резкие, пронзительные звуки, и приятные, мелодичные. Набор звуков имел большой диапазон. Но чем больше подрастал сорочонок, тем реже слышалось его пение. Однажды я прихожу домой, муж говорит: «Ты знаешь, наша сорока разговаривает». «Как разговаривает?» Удивилась я. «А так. Сижу я, пишу и слышу, на кухне время от времени повторяется: сорока, сорока, кто там, кто там?» Я думал, это ты. Окликнул тебя, ответа не последовало. Я вошел на кухню, там никого не оказалось. А вскоре снова послышалось: сорока, сорока. Я осторожно подошел поближе и убедился, это сорока. В тот же день я сама услышала ее разговор. Во время чистки клетки она клюнула меня в руку, за что я стала ее ругать. И тут она закричала благим матом: «Сорока, сорока, сорочка». Я даже опешила от неожиданности. О нашей сороке разнеслась весть по всему околотку. К нам стали приходить взрослые и дети, чтобы послушать говорящую сороку. Особенно ее полюбила наша соседка Мария. Она ежедневно ее подкармливала лакомствами и без конца с ней говорила. Мария часто кашляла, и сорока моментально переняла это. Теперь она после каждого слова несколько раз откашливалась. Причем отличить кашель Марии от кашля сороки было трудно. Пищу сорока брала охотно, а все, что оставалось после еды, тщательно припрятывала и маскировала. Она подбирала и всевозможные предметы, спичечные коробки, бумажки, блестящие игрушки. Все это она прятала и без боя не отдавала. Когда мы садились есть, сорока тоже начинала извлекать из своих тайников припасы и приступала к еде. Летом клетка с сорокой находилась по соседству с домом, в садике. И тут обнаружились новые способности сороки. Она точно подражала мяуканью кошек, чириканью воробьев, кваканью лягушек и даже пению скворцов. Сорока очень любила купаться. Купальней ей служил тазик. Если к садику приближался незнакомый человек, сорока беспокоилась, поднимала неистовый крик, и мы выходили выяснить, в чем дело. 2 года жила у нас сорока. А она веселила нас, забавляла наших гостей. Мы так к ней привыкли, что она стала как бы членом нашей семьи. Но однажды мы вышли в сад и не обнаружили нашей любимицы, клетка валялась перевернутой на земле. Чья-то злая рука сделала свое гадкое дело, открыла и перевернула клетку. Долго мы разыскивали сороку, но никаких следов не обнаружили. Надеемся, что сорока улетела к своим сородичам.